Метро Лондона. Самое старое метро в мире. Конечно, лучше побывать здесь самому, почувствовать дух трубы, или The Tube, как ее называют, и выяснить, чем она отличается от привычной московской подземки. Ну что ж, поехали! Метро встречает вас уже в аэропорту Хитроу, и это первое отличие. Из аэропорта в город можно добраться на метро. В Москве это, правда, тоже можно будет сделать в ближайшем будущем. Во Внуково придет Солнцевская линия. Отличие номер 2. В вагонах вам будет тесно, даже если они почти пустые. Полукруглая крыша вагона подстраивается под форму тоннеля, а они здесь очень маленького диаметра, всего 3 метра 56 сантиметров. То ли дело московские 6-метровые. Лондонское метро точно не для клаустрофобов. Отличие 3. Узкие коридоры выходов и пересадок. В Лондоне и окрестностях живет не меньше народу, чем в Москве, и все же они как-то втискиваются в эти узенькие коридорчики, спускаются по единственной ленте эскалатора. В Москве уже была бы давка, а здесь есть даже станции, из которых можно подняться на лифте вместо эскалатора. Пассажиропоток позволяет. Лифтов несколько, уйдет один, открывает двери другой. Вход с одного торца, выход с другого. И дальше на выход к турникету. Отличие 4. Билет надо прикладывать к турникету и на выходе. Как в МЦД. Потому что в метро Лондона зоны с разной стоимостью проезда. А вот так в часы пик оставляют один турникет на вход. Вот вам и ответ, почему нет давки в узких переходах на платформах. Зато у входов в метро вот такие очереди. Отличие 5. Эскалаторы с альтернативой, узкой лестницей посередине. Ясно, что только на мелком заложении такое возможно. И еще, видеоэкраны с рекламой. Едешь на эскалаторе и любуешься. Шестое отличие – маршрутное движение. Смотрите, сколько указателей. Это вам не вилка на Филевской линии. Некоторые маршруты идут по общему участку, потом расходятся в стороны, сходятся с другими маршрутами на другом общем участке. В общем, без пол-литра не разберешься, схему всегда лучше иметь под рукой. Из-за маршрутного движения часто видны разные стрелки, развязки в разных уровнях, в том числе и на наземных участках. Часто слышится перестук колес. Седьмое отличие, связанное с предыдущим. Есть четырехпутные участки, в том числе такие, где некоторые линии идут экспрессом, останавливаясь не на всех станциях, а другие, местные, встают у каждого столба. Отличие 8. Старые линии, такие как Пикадилли, проходят в глубокой выемке прямо под домами, где только часть линии накрыта.
Очень интересная архитектура с мостиками. Такого в Москве не увидишь. Иногда непонятно, ты находишься на уровне земли, под землей или над землей. На это стоит посмотреть. Отличие 9. Контактный рельс здесь проходит между двух основных, посередине колеи, а не сбоку и на высоте, как в Москве. Так что лучше здесь на рельсы не падать, в канавке между ними не спасешься. Отличие 10. Вы слышали, наверное, на Павелецкой или Маяковской: будьте осторожны при выходе из последней двери последнего вагона. А тут старые станции такие короткие, что последний вагон вообще на платформу не влезает. Двери в нем перед такой станцией блокируются, нужно проходить вперед. Наконец, 11-е отличие. Знаменитый Mind the Gap, или «Смотри, не провались в щель». Очень много станций находится в кривой, малого радиуса, так что щель очень даже ничего себе, особенно у дверей в середине вагона. Да и высота платформы может сильно отличаться от уровня пола в поезде. Так что смотрите под ноги, леди и джентльмены. The next station is Boston Manor. This is Boston Manor. This is a Piccadilly line service to Cockfosters. Вот такое оно, метро Лондона. 19, 20, 21 век, старое и новое, переплетено во всем. Под землей, на земле и даже над землей. О надземном легком метро, которое работает без машинистов, мы расскажем в следующем видео. Подписывайтесь на канал Радиопроект и ставьте лайк прямо сейчас. У микрофона был Евгений Матусов. До скорых встреч! Right.